Тайрон Вудли, Майкл Биспинг, Жорж Сен-Пьер. Что связывает этих спортсменов друг с другом? Многие из вас ответят: чемпионский пояс UFC, и будут правы. Но не только этот факт станет общим для атлетов. Все они в разное время пробовали себя в кино, причем с разной долей успеха. Кому-то, как Вудли, удалось остаться на телеэкране надолго. Биспинг же снялся в эпизодической роли и ныне является успешным комментатором. Но что если взять героев культовых боевиков и переместить их в октагон? Как они проявят себя в суровых реалиях UFC и смогут ли биться на равных с лучшими представителями своих весовых категорий? Давайте пофантазируем. Брюс Ли. Кумир молодежи 90-х и звезда фильма «Кулак ярости» стал бы ярким представителем дивизиона бантамов. У Брюса шикарная ударная техника, от которой точно был бы в восторге Шон О'Мейли, ведь американец обычно критикует своих соперников за однобокий подход к боям. С держаком у Ли также все хорошо, что не раз было продемонстрировано на экране. Кажется, для того, чтобы стать крутым борцом, у него было бы все необходимое: и физическая сила, и выносливость, и просто огромный опыт в единоборствах, не говоря о стальном характере. Но что с борьбой? Как нам кажется, данный аспект Брюс бы точно подтянул. В кино он был прекрасен во всем, да и в стане бантамов не так много топовых бойцов. Поэтому с Гарбрантом, Дилашоу и Петром Яном Ли смог бы зарубиться на равных. Наш прогноз: яркая карьера в UFC и выход на титульник. Чак Норрис. К сожалению, для Чака его карьера в лучшем промоушене планеты выдалась бы не слишком удачной. Мешает и посредственная антропометрия, при росте 175 см он весит 77 кг, и слабая база. Карате не сравнится с тем же джиу-джитсу. Противостоять на равных топам полусреднего веса, куда с трудом пробивался бы Норрис, он бы не смог из-за слабых навыков в партере. Ведь именно в полусреднем дивизионе концентрация бойцов на одно место в рейтинге запредельна. Колби Ковингтон, Камару Усман, Тайрон Вудли, Демиан Майя и другие представители топ-15 не почувствовали бы сопротивления со стороны Норриса. Чак стал бы бойцом уровня прилимов турниров серии Fight Night и с большой вероятностью вылетел бы из организации. А вот на дуэль взглядов Норриса в рейнджерской шляпе мы бы посмотрели с удовольствием. Джеки Чан. При желании Джеки мог бы пробиться в легчайший вес, но его номинальная форма и указанный в Википедии вес относят бойца к стану полулегковесов, где у него были бы неплохие шансы. Вполне возможно, что бойца подвело бы здоровье. За время своей карьеры в шоу-бизнесе он ломал абсолютно все, что мог сломать. А в дивизионе, где правят ударники, со слабой челюстью точно не выжить, хотя его уровень ударки позволил бы Чану быть кем-то вроде Энтони Петтиса, спортсмена, который ассоциируется с яркими нокаутами, супермен-панчем и шикарными боями. Наш прогноз – середина рейтинга. При должном отношении к здоровью на пике карьеры Джеки мог бы посоперничать с Максом Холлоуэем. Жан-Клод Ван Дамм. Жан-Клод уже едва не принял участие в битве с бойцом UFC, когда решил поспарринговаться с Коди Гарбрантом и вывел бывшего чемпиона бантамов из себя. У Жан-Клода отличная ударная техника, что он не раз демонстрировал в своих поединках. Растяжка Исраэля Адесании, мышцы как у Паула Косте, ударная мощь Йоэля Ромеро. Он был бы прекрасным средневесом, однако из-за слабого грэпплинга так и не смог бы стать топом. Более того, к концу карьеры из-за слишком самоотверженной манеры ведения своих поединков Ван Дамм мог бы улететь в нокаут от абсолютно любого удара. Над защитой бойцу точно стоило бы поработать. Жан-Клода на пике его спортивной карьеры могла бы ждать первая десятка рейтинга среднего веса, но дальше он точно не прошел бы. Стивен Сигал. На фоне остальных Стивен выделяется своей антропометрией. Помимо ударки, он классно переводил своих врагов по фильмам, пользовался запрещенными приемами и в кадре выглядел нереально круто. Но тяжелый дивизион – место, где ударник погоняет ударника. Сигалу, весьма медлительному в реальной жизни, в данном весе не поздоровилось бы. Да и базу айкидо, которая есть у Стивена, условные Фрэнсис Нгану и Стипи Миочич, за базу не посчитают. Наш прогноз – пролет мимо топ-15 рейтинга. Джон Уик. Герой Киану Ривза – универсальный боец. Он может как задушить оппонента, так и разбить его универсальными приемами из кунг-фу и карате. Но и здесь есть несколько минусов, которые явно не помогли бы Уику в случае старта профессиональной карьеры бойца. Во-первых, в октагон нельзя входить с оружием, а Уик использовал для борьбы с оппонентами буквально все, начиная от ножей и заканчивая книгами. Во-вторых, оппозицию в клетке нельзя убивать. Поэтому Джон стал бы настоящей головной болью для Даны Уайта. Уик, скорее всего, не попал бы в UFC.
ему больше подошел бы рестлинг. А если отходить от шуток, то не стоит забывать, что ММА – это каждодневный труд, борьба со своей ленью, страхами и постоянное обучение чему-то новому. Далеко не каждый киногерой согласился бы быть представителем смешанных единоборств, но при должном обучении многие герои нашего детства могли бы на равных биться с бойцами UFC. Подписывайтесь на канал MMA Express, ставьте лайки и пишите комментарии к данному видео. Скоро увидимся!